Да, идея с плотом была в моей голове давно. Правда, я хотел сделать его из валежника и сплавляться по реке дня 3-4. Короче, такой настоящий поход прямо. А в итоге построили плот из досок, которые предназначены для пола в нашем подземном доме. Наверняка кто-то из вас подумает, зачем тащить в лес доски, а не сделать их на месте. Таким образом, я решил сэкономить время и получить отменное качество ровного пола на выходе. Да и распускать бревна на доски – это долгая история. Найти хороший валежник, принести, напилить, нюхать запах бензина от бензопилы. Еще и цепь затачивать несколько раз потом. И времени дней 5 бы на это точно ушло. Мы лучше, пока погода позволяет, в реке искупаемся. Вон, посмотрите на счастливое лицо Сереги. Кстати, а вот мы и приплыли на место. Завидую я вам сейчас. Сидите, пьете себе чай, сидя в кресле, а мы тут доски таскаем. Но ничего, зато зимой уже вы будете завидовать, как мы сидим в заснеженном лесу у теплой печки в доме и любуемся великолепием нашей красивой природы. Всем привет, добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и со мной сегодня Евгений, канал Лесной Кот 63. Итак, какие у нас на сегодня планы? В первую очередь, конечно же, уже, как вы видели, мы привозили сюда доски с помощью плота, сплавляли его по реке. Доски все сухие, высохли за время нашего отсутствия. Доски просушились, они не успели сильно намокнуть. Заготовили уже много бревнышек, это как раз-таки все лаги для пола. И вот сейчас с этого и начнем. Застелим все лаги, выложим их по уровню. И, может быть, даже сегодня начнем выкладывать пол. Но совершенно точно, что завтра мы его сделаем, закончим. И покроем лаком уже перед уходом. Специальный яхтный лак тоже привезли сюда. Кстати, приплыли-то мы сюда сегодня вообще на байдарке. На нашей рыжей бестии, да. Вот. Так что садитесь поудобнее. Желаем вам приятного просмотра. Поехали. Погнали. Так, все,
занесли все, что напилили, сюда прям. Ну, вдруг дождь пойдет. Погода, сами видели, немножко такая пасмурная. С чего мы начнем? В первую очередь, наверное, усилим конструкцию крыши. Под вот эту поперечину поставим дополнительные опоры. И они также будут служить перегородками в дальнейшем. То есть это все согласно планировке. Здесь вот до сюда столбы должны доходить. Ну, а спальню вообще полностью нужно перекрыть этими столбами. Но мы пока поставим временных, там не временных, а 3 поставим или 2. И уже потом в дальнейшем потихоньку стены до конца доведем. И будем укладывать на пол лаги согласно уровню. Где-то у нас тут валяется. Потом найдем. О, отлично. Я думаю, надежно теперь. Наверняка уже. Надежно, крыша не упадет. Ну куда она денется? Мы еще там потом прибьем парочку. Что-то, да? Где ты стоишь, здесь еще Давай 2 столба. Начинаем выкладывать лаги. Немножко притопим их в песочек. То есть, да, сейчас снимем сантиметров 5-7, может быть, чтобы они ушли. Ну и лучше держались также в этом грунте. Одну положим, и уже следующие от нее по уровню будем равнять с помощью досок. Помещение вроде казалось бы большое, а места-то мало. Туда-сюда все в пятнашки играем, тут передвигаем все эти бревна. Ладно, давай убирать.
Отлично. Нет, другая. Вот, надо убрать. Пробуем. Сейчас. Да, конечно, лаги не везде получаются ровными, потому что сами бревна кривые. На длину там 3-4-5 метров, да, найти идеально ровные бревна, но это невозможно. Поэтому будем, на самом деле, как-то подгонять потом же доски друг к другу. Кстати говоря, огромное спасибо Павлу Грачеву из Санкт-Петербурга. Не знаю, где он работает, я так понимаю, в компании ДДЕ. Попозже покажу. Прислал такой топорик, пилу, канистру для смешивания бензина с маслом для бензопилы. Ну и, короче говоря, что-то еще. Точилку для топоров и ножей. В общем, Павел, тебе спасибо огромное. Топор вообще супер острый. Прям вот ништяк. Еще и маленький такой, компактный, удобно работать. То есть не когда ручка длинная, здоровая, а такая вот коротенькая. Хоп-хоп. Приятно. Спасибо. Что-то я подумал, решил, почему бы хоть в одном доме не быть красивым пола. Да? Почему бы и нет? И, собственно, завтра мы еще их покроем лаком. Они вообще будут просто лакированные, блестящие, такие красивые. Главное их теперь не испачкать. Это основная задача. Ну и потихонечку выходим на финишный этап работ. Сделать полы, покрасить их. Потом сделать вход. И уже после всего этого можно будет заниматься планировкой внутри дома. Печь еще надо не забыть привезти, самое главное.
легкий перекур, отдыхаем немножко. Кофейку сейчас попили опять. Все-таки решили полы сегодня сделать. Хотели лаги положить только. Разошлись уже. Вон. Я думаю, сегодня все их положим. Там осталось-то что? Маленько. Да. Ну, а завтра уже как раз их лаком покроем, и красота будет. Да доски он подсушиться выкинули. Некоторые, ну не плесень, а какая-то зелень такая пошла на некоторых дощечках. Я так подозреваю, что когда еще покупали, они не до конца просохшие были. То есть вот она, зеленца какая-то непонятная. В некоторых местах глубоко прям. Я даже не знаю, что это. Ну, подсыхает и отходит. То есть вот на солнце полежало. Ну, нормально. Погода, что-то дождь обещали, и нету дождя. Солнышко выглянуло, тишина, не ветерка. Самое-то главное забыли. Сейчас надо мясо замариновать. Мы же шашлык сегодня хотели поесть. Время 7. Я не знаю. Ну, часов 12 приготовим. Да пофиг, какая разница. Часов за 5 замаринуется. Так что сейчас будем мариновать мясо. Я взял вот такой вот карбонат, по-моему, называется, да. Нарезаю кусочками мяса. Потом слой помидор, нарезанных кольцами. Лук. И лимоном выдавливаю лимончик, сверху поливаю и добавляю специи. И так в несколько слоев. Самое главное дать промариноваться этому шашлыку, ну, этому будущему шашлыку, ну, порядка там 4-5 часов. В принципе, у нас время сейчас 7:30 уже. Ну и где-нибудь в 1:30 ночи будем есть мясо. Так, несколько слоев. Пока не израсходуете все мясо. Оставляем все это дело мариноваться. Пока маринуется, доделаем полы в доме. Ножовка просто огненная. По-моему, лучше, чем бензопила, либо аккумуляторная. Что-то я не пойму, кто производитель. Уже надпись стерлась. Ну, реально пилит, в принципе, как моя вот эта пила самурай, которая Silky Boy, дорогущая. Ну, может, это тоже не дешевый, я не знаю. Так что, Павел Грачев, спасибо тебе еще раз за такой подарок и за такой подгон нам. Спасибо.
Работа пошла у нас. Дело идет. Сейчас полы прям добьем до оттуда, я думаю. Отлично. И сегодня все полы будут готовы. Это просто великолепно. Остается только положить в коридоре. В ванной полы делать мы не будем, потому что там пока еще непонятно. До конца не придумали, как все это будет обустроено. Но совершенно точно там надо будет ставить поддон, душ, чтобы можно было купаться. Ну и, соответственно, какую-то емкость вешать и воду нагревать. В доме однозначно теплее, чем на улице. Окно обратно сейчас приколотили. И на ночь, я думаю, тентом вход закроем, прям наживим гвоздиками. Будет вообще нормально. А вот спать, скорее всего, будем просто на полу. Потому что просто уже время много. Пока сейчас поедим, пока я доделаю коридор, что все вот это не убирать с кровати. А все равно завтра это опять пригодится наверняка что-нибудь из этого. Прям на полу ляжем, вот, спальники бросим, да нормально. Еще есть идея, конечно же, зажечь газовую горелку, может быть, на ночь. Ну, так, небольшой огонь сделать около входа, чтобы теплый воздух шел, тянул сюда в помещение. Но рисковать не будем. Так-то помещение, конечно, большое, вряд ли здесь много угарного газа образуется. Ну его нафиг. А в следующий раз можно уже попробовать принести с собой, например, походную печку и около входа ее поставить, чтобы она отсекала холодный воздух с улицы. В общем, добиваем полы, ужинаем и спать. Все, полы на сегодня закончили. Хватит уже, я думаю. Там сколько, 3 доски, наверное, осталось. Ну и ладно. Это потом вдруг там что, изменение, порог будет или еще что-то. Это в дальнейшем. Да хотя бы разуваться даже. Вот что, так раз разулся, да зашел. Тогда сейчас подметаем. Поужинаем и спать.
чихание прям какое-то на полу. Ну, что, приятного аппетита. Давай попробуем. Вкуснятина. Пахнет ароматом. Готов. Достойно. Время 2 часа ночи, если что. Приятного аппетита, если кто-то тоже решил поесть вместе с нами. Отличный денек. Отлично поработали. Можно и ложиться спать, хотя уже скоро рассвет, наверное, будет через пару часов буквально. Время уже почти что 3. Ладно, до завтра. Спокойной ночи всем. До завтра. Доброе утро. На полу спать теперь просто великолепно. Ну, конечно, спать надо на кровати, а не на полу, но все равно. На кровати просто бардак у нас пока небольшой. Да, тут такой бардак, Строительный. что даже разбирать не хотелось уже. Легли что-то в 3, что ли, часа ночи, обалдеть. Ну, а встали, как обычно, в 7 утра. Не спится нам. Будем сейчас работать. А с таким видом из окна, ой, да под кофеек, милое дело проснуться и поработать. Да, уже все признаки приближающейся осени налицо. Желтые листья, холодные ночи. Но хорошо, что мы уже к осени готовы. То есть у нас есть теплый дом, в котором уже тепло даже без печки. Ну, а скоро, я так думаю, там через недельку, максимум 2, будет и печка. Сентябрь не за горами. Сегодня уже 23 августа. Все-таки я решил кирпичную печь здесь не класть, а привезти металлическую. Возможно, это будет временное решение. Тоже пока не совсем уверен в этом. Посмотрим. То есть, если что, то... Ну, то будем складывать кирпичную в следующем году уже. Но совершенно точно не в этом. Дом мы закопали, в принципе, неплохо. Единственное, я еще думаю здесь вот сделать вот так вот, срезать. Это будет водоотводная канава такая специальная. То есть, чтобы если вдруг там дожди, снег, ну, неважно, да, талая вода там, чтобы они уходили с боков дома сюда. Но сюда не очень удобно, потому что тут еще лестница будет организована. Но вот чтобы здесь хотя бы вода уходила. Так что работы предстоит, конечно, все равно очень много. Несмотря на то, что проделали тоже ее очень много. Ладно, сейчас немножко раскачаемся и вперед за лопаты. Будем доделать фасадную часть дома и установим окно окончательно уже. А в следующем году, если надумаем, то сделаем его открывающимся. Зимой, в принципе, открывающееся окно особо-то и не нужно. А, еще вентканал надо будет сделать. Ну, также на фасадной части вентиляцию, там, где ванна, сделать. И где мы здесь около входа организуем ее. То есть
Здесь будет 2 вент-канала. И дом весь будет протягиваться свежим воздухом. Проем немножко маловат. То есть под стекло, под раму чуть побольше его нужно было бы сделать. Чтобы еще встали 2 доски с боков, сверху и снизу. То есть такая, как не знаю, короче, рама, назовем ее так. Еще одна будет. И как раз таки в дальнейшем, да, можно будет к ней закрепиться потом с петлями. Да, поставь куда-нибудь. А что, давай сюда аккуратно вот. Да, так положим. Вот. Так, и все. Да, оргстекло царапается очень легко, поэтому аккуратно стараемся обращаться. В общем, сейчас увеличиваю проем немножко. Эту доску можно вытащить, я примерялся просто. И прибиваем вот такие дощечки, обрезки делаем. Красивое такое, красивую рамку для окна, для нашего будущего. Все. Тут сюда. Щель большая там? Ну, миллиметров 5 вверху. Угу. Значит, ее немножко надо вытянуть сюда будет. Вот. И что-нибудь подложим сейчас. Угу. Ну и так как пены очень много, решили, что фасадную часть дома надо полностью все здесь запенить. Ну и потом уже сверху мхом заделаем. Чуть подрежем пену, короче. Пусть будет тепло. Я бы сказал, даже жарко. Да, я знаю, что многим не нравится пена, но мы же строим не для многих, а для себя в первую очередь. Поэтому это отличный, на мой взгляд, вообще самый лучший материал для того, чтобы удерживать тепло и не пропускать в помещение холод. 2 баллона и вся передняя часть дома фасадная
будет сейчас запенено. А остальные стены уже, да, будем утеплять мхом. Потому что там и щели меньше, а здесь мы, на мой взгляд, небольшую ошибку совершили конструктивную. 5-метровые бревна укладывали, и, конечно же, подогнать их идеально не получилось. И щели в некоторых местах большие. А вот на других стенах, да, там спокойно можно будет и джутом или мхом утеплять, и проблем никаких не будет. Все, окно поставили, все там запенили, что хотели. В принципе, завершающий этап работ. Сейчас здесь все подметаем как-нибудь, там я руками в перчатках. Шваброй. Большой мусор, да, шваброй. Ну да, и покрываем все полы лаком. Потом, если время остается, то выйдем наружу и, может быть, займемся еще фасадом спереди. А сюда уже заходить, соответственно, не будем. Кровать наконец-таки убрали, все собрали. В целом, помещение, блин, прям заиграло красками, Как-то светлее стало. да. Полами. И прям избушка такая уже, на самом деле. Мне прям нравится, уже кайф. Дверь только не хватает. Ладно. Поехали. Давай. Начинаем покрывать полы лаком. Будем по очереди работать, чтобы не надышаться. Минут по 5, по 10. Один красит, потом второй. Смена караула. Опа, поехали. Помню, говорил или нет, но красим-то мы яхтным лаком. Палубы яхтом покрывают. Водоотталкивающий эффект. И так как корочка глянцевая должна быть. Да, обидно, досадно, но нам не хватило яхтного лака. Придется все-таки еще сюда, наверное, литров 5 привезти. Пройтись до конца первым слоем и потом еще сразу начинать вторым. Но это ничего страшного. Самое главное, что кухня покрашена, то есть можно вторым слоем нанести. Написано, что, по-моему, за 6 часов. За 6 часов, да, высыхает. Женяк ушел. За 6 часов, короче говоря, вроде как высыхает, написано на банке. Соответственно, можно приехать, вторым слоем покрыть на кухне, например, да. За 6 часов подсохнет, и все, и тут уже заниматься обустройством кухонной зоны. Хотя, на самом деле,
в следующий наш приезд очень важно будет заняться входом. Пойдем тогда, раз и лак у нас закончился, пойдем доделать мы фасадную часть дома. Прибьем два специальных упора диагональных, набьем небольшую крышу в виде козырька такого и песочка подсыпем. Все-таки есть у меня небольшой страх, что сзади дома нагрузка от почвы на каркас строения будет больше, чем масса песка, способного удержать дом с передней стороны. И, честно говоря, я давно боюсь, что каркас дома может перекосить от неравномерной нагрузки с двух сторон. Поэтому было принято решение усилить жесткость строения длинными балками, упертыми одной стороны в грунт, а второй стороной в центральной поперечной дома. Думаю, это придаст дополнительную надежность. А прав ли я, покажет время. Деревяшка, походу. Следующий. Хорош, наверное. Я думаю, на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Это был канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и со мной был Евгений, канал Лесной Кот 63. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии под видео. Ну и вообще, подписывайтесь на каналы на наши. Тоже не забывайте. Пока-пока. Пока. Каждый раз, приходя сюда, думаем, что вот, будет легко. Каждый раз просто до хрена работы какой-то. И даже, несмотря на то, что доски уже привезли мы там 4 дня назад, их оставалось только напилить. Просто из-за объемов дома, из-за объемов работы. Ну, самой работы очень много постоянно. Ладно. Скоро уже и печку привезем.